Серое утро на Балтике, холодный ветер, чайки, тишина. По песчаной полосе медленно идут люди, рассматривая каждый камешек у воды. Они ищут янтарь. После хорошего шторма море выбрасывает его горстями, и местные знают. Главное – встать пораньше, пока туристы еще спят. Янтарь в этих краях больше, чем камень. Это деньги, традиция, история и искусство. На Балтике добывают около 90% всего янтаря в мире. Здесь его шлифуют, режут, превращают в бусы, броши, иконы, целые картины. Здесь стоят музеи, посвященные ему. Здесь знают про него такое, чего не знает никто другой на планете. Это самые спокойные пляжи Европы. Калининград, Польша, Литва, Латвия. Сосновые леса, дюны, старые санатории, выкрашенные охрой. Никаких пальм и шумных дискотек. Сюда приезжают, чтобы выдохнуть. Чтобы дети накопали ракушек, чтобы родители почитали книжку под зонтиком, чтобы бабушка набрала кружочков янтаря на бусы. Кажется, что более безопасного места не придумаешь. Здесь поколениями отдыхают семьи со всей Европы. Это место с устоявшейся репутацией спокойного, безмятежного северного счастья. А теперь представьте, что прямо там, в нескольких десятках километров от берега, на дне, лежат тысячи тонн боевой отравы. Бочки, снаряды, бомбы, целые корабли, набитые ядом по самую крышу. Их утопили после Второй мировой войны и забыли, а теперь они начали ржаветь и протекать. И это документально подтвержденный факт, о котором написано в ученых отчетах и государственных документах. Просто рассказывать об этом не очень любят, потому что неудобно. Сейчас я расскажу, как одно из красивейших морей Европы превратилось в свалку химического оружия. Расскажу о большой опасности, которая подстерегает отдыхающих. О том, как в воде тихо растворяются вещества, способные отравить все живое вокруг. И о том, почему эту бомбу до сих пор никто не может обезвредить, хотя все понимают, что жизненно необходимо. Поехали! Май 45-го. Война кончилась, Германия в руинах. Победители заходят на немецкие военные склады и видят там много интересного. Среди прочего, гигантские арсеналы химического оружия. Снаряды, авиабомбы, цистерны, бочки со зловещими цветными полосками на корпусах. Сотни тысяч тонн всякой дряни, которую немцы разработали, но так и не успели применить. Точную цифру до сих пор никто не знает. Документы засекречены, часть просто потерялась в хаосе 45-го. По разным оценкам, от 300 тысяч до 500 000 тонн. И что со всем этим делать? Сжечь слишком сложно и опасно. Закопать нужно много земли, которая станет непригодной для жизни. Перевезти куда-нибудь подальше, а куда? Везде свои проблемы. Война только что закончилась, страны разорены, бюджетов нет, рук тоже нет. Все хотят домой, к семьям. И тогда кому-то приходит в голову гениальная, как тогда казалось, идея. А давайте просто утопим. Балтика рядом, глубины приличные. Зальем все это водой на 100 метров, и пусть лежит. Через пару десятилетий, как считалось, все это благополучно сгниет, рассыпется и станет частью морского дна. С глаз долой и с сердца вон. Так и сделали. Старые корабли, баржи, сухогрузы загружали под завязку и отправляли в открытое море. Где-то открывали забортные клапаны, и судно тихо тонуло вместе со всем содержимым. Где-то боеприпасы скидывали за борт прямо на ходу, оставляя за кормой шлейф из железных бочек. Англичане свозили свою долю в один район, советские военные в другой, американцы в третий. Каждая страна разбиралась со своей оккупационной зоной как умела. Тут важно понимать, в 1945 году идея утопить ядовитую гадость в море не считалась чем-то странным. Так делали все, так делали испокон веков. Море казалось бесконечным, бездонным, всепрощающим. Океан принимал и тащил на дно все – сточные воды, мусор, отходы заводов, неразорвавшиеся боеприпасы, целые корабли. Никто не думал о пищевой цепочке, о биоаккумуляции, о том, что через 60 лет все это всплывет обратно. Слово «экология» в широком обиходе еще не существовало. Логика была простая.
«С глаз долой, из сердца вон». Координаты сброса записывали, но не всегда, и не всегда честно. Капитанам платили за каждый рейс, и многие, чтобы вернуться побыстрее, разгружались раньше положенного, поближе к берегу. Кто-то из экипажей наверняка просто хотел домой и сбрасывал груз на полпути. Кто-то записывал координаты с ошибкой, намеренно или нет, сейчас мы уже не узнаем. В итоге официальные карты захоронений и реальное положение дел совпадают далеко не везде. Местные рыбаки знают про опасные пятна гораздо больше, чем чиновники, но рассказывать об этом никто особо не любит, потому что тогда придется менять районы вылова рыбы. В итоге к концу 40-х на дне Балтики оказалось, по разным подсчетам, от 50 до 200 тысяч тонн отравы. Цифры разнятся в 4 раза, и это не ошибка. Просто точного учета вообще никто не вел. Документы либо засекречивались, либо терялись, либо никогда не велись. Где-то груз лег плотно, бочка к бочке, в естественных подводных низинах, как в братской могиле. Где-то оказался разбросан по огромной площади в десятки квадратных километров. И все облегченно вздохнули. Проблема решена. Так казалось. Прошло 80 лет. Знаете, что бывает, если положить железную банку в соленую воду? Она ржавеет. Если положить надолго, сгнивает полностью. Это знает каждый, у кого хоть раз стояла машина у моря или валялся гвоздь под открытым небом. Соль – лютый враг металла. Она съедает его атом за атомом, не торопясь, но неумолимо. Теперь представьте, что банка лежит в воде 80 лет. Не на берегу, а на дне, в постоянной сырости. При плюс 4 градусах, под давлением, которое сжимает ее со всех сторон. С течениями, которые точат ее каждый день, не останавливаясь ни на секунду. Никто ее не трогает, никто за ней не ухаживает. И никто не в силах остановить процесс, который идет сам по себе. К 2000 годам стальные оболочки на дне Балтики истончились до состояния пергамента. К 20-м многие из них окончательно развалились. Снаряды раскалываются, бомбы лопаются, бочки рассыпаются от легкого касания, и то, что когда-то лежало внутри, начинает выходить наружу. Самый известный из этих ядов – горчичный газ. Тот самый, который применяли на солдатах еще в Первую мировую войну. Штука жуткая, но на дне моря он повел себя совершенно неожиданно. Его не растворило в воде и не унесло течением, он застыл в густую вязкую массу, что-то среднее между мазутом и темным медом. И эта ядовитая слизь медленно, год за годом, расползается по морскому дну. Прилипает к камням, оседает на водорослях, пропитывает ил. Морская вода для нее оказалась не врагом, а консервантом. Она там, на дне, лежит как в холодильнике. Подводные роботы, которых иногда спускают в эти места европейские ученые, привозят кадры ржавых корпусов бомб, покрытых маслянистой пленкой. Темные пятна, тянущиеся по песку. Куски, похожие на камни, а на самом деле слипшиеся комки яда. Целые поля этих камней, которые никогда не сдвинутся со своих мест, потому что им просто незачем. И вот теперь самое неприятное. В этой слизи копаются морские черви и мелкие рачки. Их едят донные рыбы, например, камбала. Камбалу едят рыбы покрупнее, а последних уже вылавливают сетями и продают в магазины. Так химическая зараза тихо ползет по пищевой цепочке и в какой-то момент оказывается на тарелке у человека, который вообще никогда не слышал ни про какие захоронения. И это не страшилки, это реальные случаи, которые регулярно происходят. У рыбаков на палубе иногда оказываются комки черной маслянистой массы, налипшие на сети. Кто-то пытается их соскоблить голыми руками и получает химический ожог. Сети с трофейным грузом приходится сжигать, иногда вместе с лодкой. Датские, шведские, польские власти фиксируют такие случаи с 60-х годов прошлого века. И это только те случаи, о которых рыбаки сами рассказали. Пока концентрации в магазинной рыбе совсем небольшие. Опасности для здоровья, как уверяют ученые, нет. Пока. Но процесс только начинается, и что будет через 20 лет, никто сказать не берется. Балтика медленно отравляется, и вместе с ней все, кто живет ее дарами. Но самое страшное в этой истории – на берегу. На том самом пляже, по которому гуляют люди, собирая янтарь.
Среди тысяч тонн боеприпасов, которые утопили в Балтике, оказалось много зажигательных бомб. В них вместо взрывчатки – белый фосфор. Это вещество использовали в авиабомбах, чтобы выжигать целые кварталы при налетах. Под водой фосфор стабилен, потому что не получает кислорода, лежит и не дергается. Десятилетиями он мирно ждал своего часа в железных оболочках. Но бомбы разрушаются, куски фосфора вываливаются на дно. Они легкие, их подхватывает течением и несет к берегу. После сильных штормов их выбрасывает на пляж вместе с водорослями и ракушками. И вот теперь самая жуть. Белый фосфор практически неотличим от янтаря. Тот же теплый желтый цвет, та же восковая поверхность, тот же неровный, обкатанный морем край, особенно когда он мокрый и лежит на сыром песке. Перепутать его с янтарем может даже опытный человек, а турист, приехавший впервые в жизни, точно перепутает. Его глаз не натренирован. Что делает обычный человек, найдя на пляже янтарь? Поднимает, радуется, кладет в карман куртки и идет дальше. Может быть, отдает ребенку, едет в гостиницу, везет домой как сувенир. И все это время в кармане куртки происходит то, что происходить не должно. Фосфор постепенно высыхает, согревается от тепла тела и в какой-то момент достигает критической температуры. А она, внимание, всего около 30 градусов. То есть температура хорошего летнего дня, температура нагретого солнцем кармана или температура ладони ребенка. Сначала едкий чесночный запах. Многие принимают его за запах водорослей или чего-то рыбного, не обращают внимания, идут дальше. Потом белый дымок. Тут уже большинство людей понимает, что что-то не так, но времени соображать уже мало. Потом вспышка. Горит белый фосфор при 1300 градусах. Это вдвое горячее, чем огонь от костра. Водой не потушить, он горит даже в воде. Стряхнуть нельзя, он плавится и прилипает к коже как горячий воск, прожигая все насквозь. И главная подлость в том, что это не быстро. Это происходит медленно. Кусок фосфора может гореть несколько минут. Все это время человек пытается что-то сделать, но ничего не помогает. В Польше такие случаи фиксируют каждый год. В районе Устки, Колобжига, Свиноujście. Взрослый человек чаще всего успевает скинуть куртку или прыгнуть в воду. А вот ребенок инстинктивно прижимает горящую руку к себе и не понимает, что вообще происходит. Последствия этого самые ужасные. Особенно опасны пляжи после шторма, когда вода размывает донные слои и выбрасывает на берег то, что десятилетиями лежало в иле. На немецком острове Узедом спасатели после шторма работают как на минном поле. Обходят пляж, собирают подозрительные находки в металлические контейнеры с водой, относят специалистам. Часть из них действительно оказывается янтарем, часть нет. И заранее это никак не определишь. Местные ставят на пляжах таблички на разных языках с понятными картинками. Но кто на курорте читает таблички? Среди жителей побережья есть простое правило, которое знают все. Если нашел что-то похожее на янтарь, никогда не клади в карман сразу, принеси в стеклянной банке с водой. Если вытащишь его на воздух и он начнет дымиться или шипеть, это не янтарь. Это бомба, которая лежала на дне 80 лет, а теперь нашла себе нового хозяина. Это большая историческая трагедия, Вторая мировая. И кажется, что она осталась где-то далеко, в учебниках истории. Но ее последствия настигают нас прямо сейчас, в наши дни. И ладно, если бы это были все проблемы Балтики, потому что у нее есть и другие враги, и они никак не связаны с войной. Их создаем мы, каждый день, сами того не зная. Балтийское море окружено полями, огромными. Дания, Северная Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, юг Швеции и Финляндии. Везде сельское хозяйство, и каждое поле удобряют. Азотом, фосфором, в общем всем, что положено. То, что не впитали растения, смывает дождем. Дождь стекает в реки, реки впадают в Балтику. Казалось бы, ну и что? Удобрения – это же питательные вещества. Что плохого, если их станет больше? Однако это очень плохо. Это как если бы вы постоянно подкармливали аквариум хлебными крошками. Рыбы какое-то время будут радоваться, а потом вода зацветет, провоняет и вся рыба сдохнет.
То же самое происходит с целым морем, только в гигантском масштабе. В теплой воде, насыщенной питательными веществами, начинается то, что биологи называют цветением. Микроскопические водоросли, особенно сине-зеленые, размножаются с дикой скоростью. Из космоса видны огромные зеленые пятна, покрывающие десятки тысяч квадратных километров. Со спутника красиво, а на месте ужас. Вода становится мутной, зеленовато-бурой и неприятно пахнет. Купаться в такой воде нельзя. Некоторые виды этих водорослей выделяют токсины, опасные для кожи и глаз. Каждое лето на балтийских курортах объявляют запреты на купание из-за цветения. Туристы расстраиваются, но ничего поделать нельзя, потому что водоросли живут недолго. Когда они умирают, их огромная биомасса опускается на дно и начинает гнить. На гниение тратится кислород. Тот самый кислород, который растворен в воде и нужен всем остальным морским жителям – рыбам, крабам, моллюскам и червям. Кислород расходуется быстрее, чем поступает, его становится все меньше, и в какой-то момент его просто не остается. Это называется мертвая зона, место, где не может жить никто, ни рыбы, ни моллюски, ни даже простые черви. Только специальные бактерии, которые работают на сероводороде, газе с запахом тухлых яиц. Они превращают дно в черную ядовитую пустыню, где всей остальной жизни не остается места. Если опустить камеру в такую зону, вы увидите серо-черный ил, не покрытый ничем живым. Просто мертвая глина, в которой иногда лопаются пузырьки сероводорода. А тем временем сверху над этой мертвой зоной идет паром с туристами. Особенно пугает то, что уже 6-я часть всего моря фактически мертва, и эта зона расширяется год за годом. 100 лет назад Балтика была одним из самых рыбных морей Европы. Балтийская треска кормила десятки прибрежных народов от Гданьска до Хельсинки. Ее солили, коптили, мариновали, ели свежей в каждой деревне. В прибрежных городах под ее промысел были целые порты, верфи, артели. Сегодня треска практически исчезла. Промысел в открытой Балтике несколько раз закрывали полностью. Рыба, которую вылавливают сейчас, мельче, болеет чаще и размножается хуже. Биологи прямо называют причины – бескислородные зоны и накопление токсинов в тканях, и ситуация ухудшается. Получается двойной удар. С одной стороны старая отрава, медленно сочащаяся со дна, с другой – современное сельское хозяйство, которое душит море удобрениями. И прямо посередине те самые курортные пляжи, куда люди приезжают подышать чистым воздухом. А Балтика буквально задыхается. А теперь самое странное во всей этой истории. Готовьтесь, потому что это уже на грани правдоподобного. Балтика медленно исчезает. Звучит как бред. Море, гигантский водоем. Куда оно может деться? А вот сейчас расскажу. Перенесемся на 20 тысяч лет назад. На севере Европы лежит километровый слой льда. Не снег, не ледник, как мы его представляем, а толстенная спрессованная ледяная плита, накрывающая всю Скандинавию. Местами ее толщина 3, а то и 4 километра. Этот лед весит чудовищно много – триллионы тонн. И земная кора под ним продавилась как матрас, на который сел очень упитанный человек. Скандинавский полуостров утонул на сотни метров под собственной ледяной шапкой. То есть вся современная Скандинавия в ту эпоху лежала в гигантской ямке. Потом стало теплее, лед растаял, и земная кора, освобожденная от тяжести, начала медленно подниматься обратно. И что удивительно, этот процесс продолжается до сих пор. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, северная часть Скандинавии медленно поднимается. В районе Северной Швеции почти на сантиметр в год. На побережье Стокгольма миллиметра по 3-4. Кажется мало. А теперь умножьте на 1000 лет. Получается несколько метров. На 10 тысяч – десятки метров. Старые порты викингов, которые когда-то стояли у самой воды, теперь оказались в нескольких километрах от берега посреди суши. Города, основанные средневековыми торговцами на тогдашнем побережье, теперь приходится соединять с морем длинными каналами. И каждый год эти каналы надо углублять, потому что земля упорно лезет вверх, а вода стекает вниз. В шведском городе Лулео есть маяки, которые 200 лет назад указывали путь кораблям. Сегодня они стоят посреди леса.
Воды у их подножия больше нет, она утекла. Местные жители давно к этому привыкли. Вы покупаете участок у воды, и через 50 лет ваши внуки обнаруживают, что от их пирса до моря еще целый километр земли. Бесплатное расширение надела. Жители побережья даже шутят, что у них единственное в мире место, где недвижимость с видом на море со временем теряет вид на море. Северная часть Балтики поднимается особенно сильно. Расстояние между шведским и финским берегами становится меньше, дно мельче. По прогнозам ученых, через пару тысячелетий северный кусок моря может полностью отделиться, превратившись в большое озеро. То же самое происходит с датскими проливами. Это узкие коридоры, через которые Балтика связана с океаном. Они и сейчас мелкие, местами всего 7-10 метров глубиной, и они становятся еще мельче. С каждым десятилетием через них проходит чуть-чуть меньше соленой воды. Соответственно, Балтика медленно опресняется. Она и сейчас одно из самых пресных морей в мире, а будет еще более пресной. А значит, в далеком, но не астрономически далеком будущем, десятки тысяч лет, Балтика рискует полностью отрезать себя от Мирового океана, стать гигантским закрытым озером. И все, что в ней лежит, все яды, вся ржавчина, вся трагическая история 20 века, останутся в ней навечно, словно в ловушке. Возникает логичный вопрос: если ситуация настолько серьезная, то почему ничего не делают? Технологии-то есть, подводные роботы есть, заводы по уничтожению химоружия есть. Бери, поднимай, сжигай, и проблема решена. Тем более, современная техника позволяет работать на любой глубине. Нефтяники добывают нефть с километровых глубин в открытом океане. Чем эта задача сложнее? Оказывается, что значительно сложнее. Смотрите, в чем подвох. Бочки и снаряды на дне за 80 лет превратились ни во что. Это уже не контейнеры, это тонкая ржавая корка, под которой плещется яд. Дотронься, и она рассыпется, как старая газета. Представьте подводную операцию. Робот подплывает к старой бомбе, захватывает ее тросом, начинает поднимать, и тут эта бомба, у которой давным-давно нет нормального корпуса, лопается. Прямо в воде. Тонны яда вываливаются на дно, а затем огромное токсичное облако поднимается в толщу воды и расходится с течениями. Получается, что попытка спасти ситуацию делает ее в десятки раз хуже. Сейчас яд хотя бы вытекает медленно, а так будет залповый выброс. Концентрированный, местный, с быстрым попаданием в зону рыболовства. Это и есть главная ловушка. Действовать нельзя, бездействовать тоже нельзя. Что ни выбери, будет хуже. Ученые, конечно, пытаются. Существует европейский проект КМС, есть исследования датчан, поляков, немцев. Ученые думают, либо запечатать опасные точки прямо на дне бетонными колпаками или специальной пленкой, либо аккуратно нейтрализовать яд на месте, не поднимая его. Но это пока эксперименты. Их проводят на маленьких участках в идеальных условиях с участием десятков специалистов. Применить такое же к десяткам тысяч точек по всему дну Балтики – задача совершенно другого масштаба. До нормального промышленного применения далеко, а денег это все требует астрономических. Кто будет платить – вопрос открытый. Каждая страна на берегу Балтики кивает на соседей. У каждой свои бюджеты, свои приоритеты и свои выборы. Тема химоружия в Балтике в политических программах не самая популярная, она не приносит голосов. И есть еще одна неприятность, о которой редко говорят. Через Балтику проходят газопроводы, кабели связи, линии электропередач, целая невидимая подводная инфраструктура, от которой зависит современная жизнь Северной Европы. И часть этой инфраструктуры прямо в зонах химических захоронений. При любом ремонте, при любой прокладке нового кабеля техника регулярно натыкается на старые бочки. Инженеры уже знают, что делать: остановить работу, вызвать военных саперов, перенести трассу. Но каждое такое касание – это шанс на маленький локальный выброс. И никто этот риск точно посчитать не может. Звучит почти как черная ирония. Современная цивилизация, прокладывая через море свои газопроводы и интернет-кабели, регулярно наступает на грабли, которые ее предки оставили 80 лет назад.
и будет наступать дальше, потому что других маршрутов нет. А время идет. Каждый шторм размывает осадки над захоронениями. Каждый год добавляется к сроку коррозии. Каждое десятилетие приближает момент, когда поднимать будет уже нечего, потому что вся отрава сама тихо сольется в воду, со всеми вытекающими последствиями для человечества. А люди по-прежнему едут отдыхать. Дышать чистым воздухом, собирать янтарь, валяться в дюнах и жарить колбаски на углях. И мало кто знает о том, что совсем рядом, под десятками метров холодной воды, тикает бомба замедленного действия. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайк, это лучшая для меня награда. Берегите себя и своих близких. Увидимся в новом выпуске.